And what's the benefit of this diversification? И в чем польза от этой диверсификации? Well, if this is what it looks like without diversification, Например, вот так выглядит без диверсификации. then if you diversify, it's probably going to look more like this. Если вы диверсифицируете, может вот так выглядеть, более плоско, да? Now, there is a cost to diversification. Потому что что? Есть цена диверсификации, это вот тот самый затраты, который мы говорим, или стоимость, да, диверсификация. Все чего-то стоит. Мы диверсифицируемся, мы упускаем часть дохода. There's no such thing as a free lunch. Every choice has a cost. Но нету, вот повторяет, что нет такой вещи, как бесплатные завтраки, у них поговорка знаменитая. So, the cost is, notice, if you take the extreme volatility, you might end up here. Если будет очень большая волатильность, вы можете вот тут завершить, да, But if you diversify, the swings are less dramatic, but you might end up lower. То ваши как бы взлеты и падения будут не такими радикальными, да, более плоское, видите, развитие ситуации. Но и выгода, конечно, тоже не будет экстремальной, как могла бы быть, если бы не. Let me show you real data now. This, of course, is made up. Это я просто, ну, как бы условную сделать, прям реальные данные покажу. Let me show you two different recent time periods in the United States. Сейчас я вам покажу два разных периода недавних в истории Соединенных Штатов Америки. One is a bear market. Bear market is declining market. Один из рынков, покажу вам, это рынок медведей. Это означает рынок, который снижается. And I'm going to show you a portfolio of 100% stocks, no diversification outside of just buying stocks. Я вам сейчас покажу портфель, состоящий на 100% из акций, без всякой диверсификации. 100% buying bonds. 100% из облигаций. And how about had you bought some of each? И пополам того и другого. 50-50. 50 на 50. Now that was a bear market. Remember, it was a declining stock market. Да, снижающийся рынок, поэтому это рынок медведей, да, называют. Вот смотрим, что с акциями. If you started with $1,000 in 2000, you ended up here with 624 left. Если вы в 2000 году начали с $1000, то вы останетесь 624 к этому периоду. Here was a 100% bond portfolio then. А вот посмотрите рынок облигаций за этот период времени. And what if you diversified between both? А если вы половину того, вот так это будет выглядеть. So diversification, what would you like to do? You'd like to always pick the winner. Что бы вы хотели, во что бы вы хотели вложиться? Конечно, хочется вложиться в то, что будет выигрывать. But trying to pick the winner is like trying to time the market, and that is very, very difficult to do. Но это означает угадать, в какую сторону будет развиваться рынок. Это очень-очень сложно сделать. Most investors who try to time the market do not do it successfully. Большинство инвесторов, которые пытаются уловить, да, настроение рынка, не могут это успешно сделать. So the alternative is diversify and just stay in the market through the ups and downs. И альтернатива состоит в диверсификации, в том, что вы остаетесь на рынке, не сбегайте туда, как в периоды подъема, так и в периоды спада. Okay, so the diversification then allowed you to be better off during bad times. Диверсификация позволяет вам, по сравнению с первым выбором, да, быть в лучшем положении, если плохие времена. Let's take a look at what is called a bull market. Теперь давайте посмотрим на рынок быков. Это значит повышающийся рынок. This is this period when the economy was doing well and the market was up. Экономика в этом периоде времени очень хорошо развивалась, все повышалось, поэтому и акции тоже повышались в цене. 1,000 in all stocks went to 2,555 in just 4 years. За 4 года 1000 превратилась в 2500, только за эти 4 года. In bonds, Облигация. and what if you diversify? А если вы диверсифицировали бы? So diversify has benefits and costs. То есть диверсификация имеет выгоды и затраты. Diversification is almost like buying an insurance policy. Это очень похоже на покупку страхового полиса. But insurance policies aren't free.
Но страховой полис бесплатно нам не обходится, когда мы покупаем, да, страховку. So how do most Americans diversify? They diversify by way of mutual funds. Как большинство американцев диверсифицируют? Они вкладывают деньги в фонды совместного инвестирования. Because mutual funds pool money from many, many investors and then diversify in many, many different. Это фонды, которые формируются за счет сбора денег огромного количества инвесторов. Все это собирается совместно и потом вкладывается в большое-большое количество акций. Let's summarize a few points Давайте несколько and then be done for our personal financial literacy. несколько ключевых вещей подведем итоги. There are three really important variables on the right-hand side of our time value of money. Существует три очень важных переменных с правой стороны нашего уравнения. The first key variable is we have to save money. Первое, напоминаю, мы должны отложить деньги, не тратить все деньги, мы должны сберечь часть денег. You can't spend it all, we have to save. Вы не должны все тратить, обязательно сберегайте часть своего дохода. The second key variable that I'm going to talk about is the interest rate. Второй ключевой параметр – это процентные ставки. As we've said, compound interest is very, very powerful. Мы уже с вами говорили, что сложные проценты имеют очень большую силу. Let's consider two cases now. Давайте посмотрим на два случая сейчас. These are not annuities. To keep the math simple, these are one-time investments. Это не аннуитеты, а просто однократная сумма денег, чтобы попроще было. Of $10,000 for 40 years. Берем $10 000 и смотрим на 40 лет вперед. One investment is at 8%. Одна инвестиция под 8%. One investment is 5% per year. И другая, Yeah. Давайте вы посмотрите на цифры в таблице будущей стоимости. Таблица номер 3, 40 лет, 8%, 5%. 7 раз. Видели, как работает таблица? Классно? 7 раз выросла, да? And of course, here's the math that's behind the tables. За таблицей математика и формула у вас тоже есть. 1.05 to the 40th power. Это 1,05, прибавили процентную ставочку вдали выраженную, в соответствующей степени 40 лет. Here's investment B. Инвестиция Б аналогичная. You said it was 21 to 22 times. 21 и 22. If you did this math, Математику, если сделаем, пожалуйста. it would be 3 times 7 or 21 or 3 times В 3 this раза number. больше. В 3 раза больше. И разница-то всего. Many investors in the U.S. economy invest in long-term U.S. government bonds. Многие инвесторы в американской экономике инвестируют в правительственные облигации. Because they're less volatile than stock. Потому что они менее изменчивы, да, и доходность по ним менее изменчива, чем по акциям. And over the long run, those bonds have earned about 5%. И такие облигации дают примерно 5%. Annual compounded rate. Да, если по сложным процентам пересчитывать. If they mixed, diversified bonds and stock, Если они диверсифицируют и часть денег вкладывают their в long-term облигации, а другие в акции, то долгосрочная отдача their long-term average would be closer to 8%. 8%. They go it's only 3% different. Это только 3% разница, 5,8, да? 3%. And you go, no, it's 3% compounded over your retirement, over the years you're working toward retirement. Но эти 3%, это же сложные проценты за тот период, что такое 40 лет. Это время, как правило, которое проходит у человека с момента первой работы до выхода на пенсию. 40 лет. И вот во что это превращается. So we look at this and we say, well, T-bills, here's T-bills. These are not even as good as the other investment I would have used. Здесь вообще берем даже не государственные облигации, которые долгосрочные, которым выше дохода, а векселя, по ним доходность еще меньше. And this rate of return here is 2.7 times higher than this. И доходность по большим компаниям, мы с вами видим, в 2,7 раза больше, нежели по вот этим векселям. But over a long period of time, of course, В течение очень длительного периода времени посмотрите на разницу. this difference is 142 times greater. 142 раза разница. Or if the period was shorter, it would be less than that. Конечно, если период короче, будет меньше. But still, it's very big difference. Это очень большая разница.
Now, we've talked about market volatility risk, but I want to remind you Мы говорили о рыночной волатильности, но я хочу также вам напомнить of inflation risk and purchasing power risk. про риск инфляции, риск, связанный с потерей покупательной способности ваших денег. You can pretty much remove the volatility, Вы можете уменьшить вот эту волатильность, but you also risk not staying ahead very far of inflation. Да, в том случае, если вы вкладываете в бумаги, которые надежные бумаги, волатильности не будет, это казначейские векселя, но вы можете оказаться позади уровня инфляции и тогда потерять часть покупательной способности. In this case, your real return has only been 0.6%. Здесь реальная доходность за весь этот промежуток времени был 0,6% за все это время. So you have to be concerned with inflation risk, and that's where you might begin to start thinking of investing in some stock in your portfolio. Поэтому, если вы по-настоящему, надо обязательно следить за риском инфляции, потому что вот именно это побуждает людей рассматривать инвестиции в ценные бумаги, которые опережают в среднем, если вы нормально вкладываете, инфляцию. And the last variable to talk about is the number of years. И последний параметр, о котором мы говорим, это количество лет, длительность ваших инвестиций. Starting early has enormous benefits. Если мы рано начинаем вкладывать деньги, это играет огромную роль. Consider two investors, A and B, and they both invest in the S&P 500. Посмотрим на двух инвесторов, А и Б, и они оба инвестировали в 500 лучших компаний S&P. What if one investor, investor A, invested $2,000 a year over these 10 years and put it in the S&P 500? Предположим, посмотрим вот на первого инвестора. Он вкладывает по 2000 в год, каждый год в 90-е, а потом просто смотрит, что там на рынке происходит. And this investor started later, didn't start in 1990, but waited until 2000 to start. А второй инвестор ждал до начала 2000 года, думает, ну, начну похоже вот с этого периода времени. We've heard these people, they say, I don't have enough income right now to save anything, so not going to save for 10 С years. такими людьми мы очень часто сталкиваемся, все мы с вами. Они обычно говорят, ой, у меня же денег мало сейчас, доход, потом когда-нибудь начну зарабатывать, тогда начну откладывать. But then I'm going to save a lot. I'm going to save twice as much. Он говорит, я-то знаю, что я буду делать, я же потом в 2 раза больше буду откладывать, по 4000, а тот же только по 2, а я по 4 буду откладывать. So I'll catch up later in life. Я догоню на последнем этапе жизни, я свое наверстаю. Now this is based on real S&P 500 data. Между прочим, чтобы вы знали, данные реально взяты из данных по вот этим 500 акциям, которые за индексом. Here's investor A who started 10 years earlier. Инвестор А, который начал на 10 лет раньше. Смотрим. Contributed $2,000 a year for 10 years. 10 лет, первый, помним, мы сказали, по 2000 он вкладывает. So he ended up putting in $20,000 of his money. То есть, ну, за эти 10 лет, как мы понимаем, каждый год по 2000 откладывал, 20 тысяч всего отложил. And that $20,000 grew to $61,000. Это причем отложил же он не в начале, он же каждый год откладывал. И они превратились в 67. Вот, кстати, там одна из таблиц. Investor B started 10 years later. Инвестор Б начал на 10 лет позже. Put in twice as much money. И он откладывает в 2 раза больше денег, да, по 4000. And ended up at $42,000. И он завершил это с 42 тысячами. The same market, the same, other than different timing. Рынок один и тот же, одни и те же акции. Просто время разное, в которое они вкладывали. Да, не так же, что до 2000 года был We could observe very good growth in 90s, а which с helped this 2000 по investor 2009 был спад. Yeah, but you can pretty much pick any long-term investing period and get a result similar to this. Он говорит, мы можем взять вообще-то любой период долгосрочный и смотреть, потому что этот же тоже продолжал держать деньги тоже на рынке. If you start early, you have a chance. Мораль очень простая. Чем раньше начинаешь вкладывать деньги, тем больше шансов, что у тебя будут больше